День, дорогие подписчики, и наша сегодняшняя тема «Как правильно трогать девушку». Но на самом деле это видео еще «Как правильно трогать мужчин». В принципе, наши нервные окончания, они одинаковые. Собственно, это видео составлено на основе собственных наблюдений, каких-то экспериментов. Это уже, можно сказать, вторая версия такого видео. И еще сюда прилеплены факты из нейрофизиологии, причем из учебников. Учебники — это не популярные, не поп-литература, их не так прикольно читать, их достаточно муторно, там куча терминов, куча медицины и куча физиологии. Там о клетках, о их строении, о строении нервных окончаний, аксонов, нейронов и, в общем, тому подобное. Итак, о нервных окончаниях и прикосновениях. Когда я делал это видео, я посмотрел, сколько запросов в YouTube. Как бы я ни набирал, ничего похожего на такую тему я не видел, и думаю, о прикосновениях задумывается далеко не каждый человек в этой жизни. Так, например, когда гуглишь, видно, что как найти девушку ищет 60 тысяч человек, как ее заинтересовать только 6 тысяч человек, и как довести до оргазма еще 6 тысяч человек. А вот как ее трогать ищет 0 человек. Какая забавная статистика у нас. Итак, о нервных окончаниях и прикосновениях. Лично мне всегда нравилось объяснять себе причины того, что мне что-то нравится или не нравится, что со мной происходит, и все процессы описывать и смотреть, как они устроены на основе каких-то более вменяемых данных, чем только собственные ощущения. Наверное, поэтому я и делаю эти видео. Итак, наши нервные импульсы генерируются прямо в самих клетках. Именно клетка является производной, из которой исходит ток, который устремляется в наш мозг. Более того, нервный импульс не может пройти больше, чем какая-то там часть метра. То есть, как бы от руки до головы у нас точно уже есть хотя бы метр, то есть несколько раз этот импульс вынужден будет перезапускаться внутри других клеток, там, где это позволительно. Дальше по другим клеткам он будет просто идти. Более того, существует некая задержка, и все мы живем где-то несколько миллисекунд, десятков даже миллисекунд после события, которое происходит. То, что мы видим быстрее, то, что мы трогаем своей рукой, мы ощущаем через примерно секунду. Если кому интересны технические термины медицинские, то вот учебник, который участвовал во всем этом процессе, можете его себе купить, будете очень неприятно удивлены его стоимостью. Да, они безумно дорогие, вся подобная литература. Если кому интересно, я в комментариях напишу, что как называется точно, и с экранчика тоже можно будет. И наши, соответственно, все импульсы проходят какие-то точки, где у них требуется обновление, там другая клетка уже воспроизводит этот импульс и посылает его дальше. Он проходит еще сколько-то и так дальше, пока он не дойдет до мозга. Собственно, поэтому, если кому-то делали операции на руках, на конечностях, вы потом, когда происходили нарушения этих нервных центров, вы потом плохо ощущали рукой, когда трогаете, и не могли ей нормально двигать. Вот примерно так же устроены все нервные окончания, и если их не развивать, то чувствительность будет низкая, если развивать, то повышенная. Об этом я еще скажу. И тут есть еще одна важная особенность. Наше как прикосновение — это не кнопка. Мы нажали на нее, и все, и мы чувствуем вот здесь прикосновение. На самом деле после нажатия происходит где-то не 0,7, а происходит 7-миллисекундная задержка. После этого импульс стартует в наш мозг, и где-то еще через 7 миллисекунд, то есть это 0,07 секунды, еще где-то происходит следующая вспышка. Поэтому прикосновение мы чувствуем примерно вот так. То есть клетки испытывают такой своеобразный микрооргазм. Но здесь еще есть пара особенностей. Если вы поставите палец и подержите его, по сути, ваше прикосновение вначале будет ощущение полного, и потом оно начнет не спадать, так как нервные окончания прекратят посылать в мозг такие сильные данные, они начнут их уменьшать. Поэтому если вы кладете руку на какое-то тело, которое вы хотите трогать, начинаете его двигать и делаете это монотонно, то через какое-то время никакого эффекта не будет, нервные окончания прекратят посылать нормальные сигналы в мозг. Потому что, так устроено. Если мы все время стимулируем одни и те же нервные окончания с одинаковой частотой и силой, клетка прекращает посылать полный сигнал, она начинает его постепенно уменьшать, пока не снизит очень сильно. В принципе, на этом БДСМ сильно и построен. Однако, если наши прикосновения будут не монотонные, и мы будем варьировать участки кожи, до которой мы трогаем, варьировать силу, варьировать степень, тогда для нервных окончаний это каждый раз будет новое прикосновение. И поэтому мы все время будем запускать новый механизм стимуляции. И тогда ощущения будут в полную силу постоянно. Поэтому
Вы можете двумя способами гладить одно и то же место, например, вот так, и как-то вот так, там, меняя, я сейчас расскажу еще про виды прикосновений, меняя эти виды прикосновений, и в одном случае, если это будет монотонно, то через какое-то время человек ничего практически чувствовать не будет, причем, скорее всего, будет даже чувствовать отторжение. И в другом случае он будет чувствовать все время нарастающее возбуждение, ну, по крайней мере, по нервным точкам. Это не значит, что вы трогаете руку, обязательно возбудится девушка снизу. Нет, для этого еще нужно контекст применять. Но, в принципе, практика самих прикосновений работает примерно вот так. Не забывайте, наши клетки — это химия. Ток там образуется именно из-за химических процессов. И новопосылаемый ток — это тоже химические процессы. Клетка должна восстановить свой кислотно-щелочной баланс. Ну там действительно там сколько-то щелочи, сколько-то чего-то, которые участвуют в этом процессе. И также направление, куда будет передано электричество, оно тоже генерируется с помощью химии. Именно от этого и существуют задержки. Потому что клетке нужно насытить себя новыми ферментами, компонентами для создания тока и даже проведения его. Так, сексуальные прикосновения. Давайте ближе переместимся на прикосновение. Вот я установил на свою кожу палец, как я описывал. При этом каждые 14 миллисекунд в мой мозг будет посылаться данные. Ну, еще где-то там через 30-40 секунд они дойдут, и я эту точку почувствую. Мы не ощущаем это время, оно для нас смазано. Напомню, чем дольше я буду ее здесь держать, тем меньше сигналов мой мозг будет получать, что там у меня вообще хоть что-то стоит. Ну, иначе вы бы, когда ложитесь на кровать, вы все время чувствовали эту кровать под собой. Вот. Однако ваши нервные окончания быстро адаптируются и посылают нафиг все эти вот там ощущения того, что вы лежите. Как я уже сказал, если вы будете все время менять формат прикосновений, то нервные окончания не будут адаптироваться, будут каждый раз восполыхивать заново в полную силу. Именно и делает ту разницу, что какие-то прикосновения могут возбуждать, могут стимулировать и быть приятными, а какие-то будут считаться монотонными или даже вредными. Если вы сразу схватитесь вот так, то это будет воспринято как агрессия. 4 вида прикосновений. Наконец-то мы подошли к ним. Я для себя разделил прикосновения на 4 вида. Это едва ощутимые прикосновения, когда вы еле-еле касаетесь своего участка какой-то кожи и постепенно смещаете руку. Легкие, когда вы уже касаетесь, но более плотно чувствуете вторую кожу. Здесь есть небольшой нюанс. Наша ладонь, она неравномерная, она не плоская, поэтому прикасаться вы в легком прикосновении будете немножечко в разных концах, по чуть-чуть. И именно поэтому, когда вы будете смещать, очень хаотичными будут места, которые вы будете трогать, потому что ваше смещение будет создавать смещение вот этих ваших вот бугорков, которые находятся на ладони, и они будут все время разными точками прикасаться к тоже неравномерно устроенным рукам, ногам и прочей тоже коже. Плотные — это когда наша рука плотно лежит на коже и плотно прилегает, здесь уже плотность прикосновения полная. И жесткие — это когда мы сдавливаем, жмем, надавливаем и там прочие всякие вот эти жесткие прикосновения. Не думайте, что они не нужны, они нам тоже понадобятся. Они тоже вполне себе играют свою роль. Итак, если кто-то уже, как поняли, еле ощутимые прикосновения — это действительно самый пиковый способ возбудить нервные окончания на нашей коже, потому что их сигнал будет все время обновляться с максимальной частотой. Вы все время трогаете очень легко, как бы заново. Все время ваша рука немножечко подрагивает, она не может у вас стоять, вы не робот, на одной высоте ее держать не сможете. И так вы перемещаете, грубо говоря, если утрировать, перемещение происходит примерно вот так вот, да, там вот. И вы все время трогаете на доли секунд трогаете разные участки, и тем самым вызываете самый максимальный вот этот вот первый пик. Да, со временем, как я сказал, когда стимуляция идет на площадь, со временем нервные окончания еще и распаляются. Они повышают свою чувствительность, чтобы больше ощущать, так как там у вас на коже что-то происходит. Поэтому, чем дольше вы будете стимулировать, тем, в общем-то, ощущения будут выше, если вы не сделаете свои прикосновения монотонными. Легкие прикосновения — это, соответственно, следующий шаг, когда вы увеличиваете площадь и силу прикосновения, но она все еще у вас достаточно хаотична, и вы все еще трогаете разные места. И вот как раз после них идут плотные прикосновения, после которых вот этого вот постоянного пика возбуждения или большой площади, потому что на еле ощутимых вы большую площадь не сделаете. Вот. И после большой площади у вас идет прикосновение плотное, вы плотно кладете руку, и нервные окончания наконец-то могут немножечко подуспокоиться, потому что их вот эта вот постоянная пиковая зона, она снижается, и они могут немножечко отдохнуть.
Это тоже такие прикосновения требуются человеку. Не надо думать, что нам нужны какие-то, вот есть одно прикосновение, и вот оно вам спасет вас на всю жизнь. Нет, все 4, они важны. Тем не менее, это прикосновение позволит нарастать общей чувствительности в вашей зоне, которую вы трогаете. Только не переборщите, долго не делайте. И когда ваши нервные окончания уже адаптировались, тогда можно приходить к жестким прикосновениям, потому что, по сути, ваши нервные окончания как бы ждут продолжения, они хотят, ну, как бы скажем, хотят, условно, ничего не хотят. Но при этом, когда вы будете давать на них жесткие прикосновения, они будут испытывать все-таки максимальный вот такой вот скачок, чтобы послать в ваш мозг вот на фоне вот этого вот спокойствия или вот этого легкого возбуждения, они пошлют в ваш мозг наконец-то сигнал, что ой, да, вот меня теперь трогают совсем сильно, и многие неспроста воспринимают жесткие прикосновения как проявление страсти. Блин, я тебя хочу, не могу, вот сейчас вот просто сдеру с тебя одежду и продолжим. Да, потому что это идет как некое ожидаемое продолжение длительных прикосновений. И не надо думать, что все девочки такие нежные, им нужны только нежные прикосновения, а вот мальчикам нужно побольше, у них тоже кожа потолще, вот, и нам нужно, соответственно, плотные и жесткие. Нет, чередовать нужно всем. Другое дело, что чья-то нервная система будет плохо воспринимать жесткие прикосновения, там нервная система, там еще всякие наслоения типа там народного фольклора, мама говорила, вот это вот восприятие, что мужчины все жесткие, девочки все нежные, вот, это тоже влияет на наш мозг и отвлекает нас от наших ощущений. Мы не всегда готовы воспринимать то, что происходит. Частично мы это проворачиваем через фильтр какой-то психологии, которая находится у нас в голове. Ну, напомню, как бы, несмотря на то, что нервное окончание здесь, чувствуем мы его здесь. И никак не здесь. Однако сам я встречал и девчонок, которым нужны были только жесткие прикосновения. Ну, там обычно всякие грустные истории были в прошлом. И девчонок, которым нужны были только нежные прикосновения. Там тоже были грустные истории в прошлом. И когда ты сам любишь, вот как я люблю, вот, чтобы все это сменялось, это все был такой микс, вот тогда для тебя становится сложным это воспринимать, потому что, ну, только одни легкие прикосновения, ну, немножечко позже про это тоже расскажу. И есть еще такой момент, наши нервные окончания умеют адаптироваться, умеют развиваться, и поэтому, если вы занимаетесь каким-нибудь спортом аэробным, где требуется реакция, скорость восприятия ваших нервных окончаний и количество данных, которые будут передаваться по вашим аксонам, будет увеличиваться. Я не уверен, что какой-нибудь, например, тренажерный зал будет этому способствовать, потому что, в общем-то, тренажерный зал такой с качанием мышц, он скорее угнетающее действие воспроизводит на нервную систему, там все медленно, никакой скорости не требуется, а какой-нибудь бокс и так далее вполне себе дает. Кто сейчас меня смотрит впервые и не знакомился еще со мной, я занимаюсь боксом, несмотря на живот и прочее. Ну да, мне тяжело, но я занимаюсь. Вот, я занимался всякими вейками, кайтами, сноубордами, и уже не говорю, что вот 7 лет я увлекался плотно БДСМом. Там мои нервные окончания чувствовали море всего. И чужим нервным окончаниям я тоже приносил море всего. Так что вернемся к нашим прикосновениям. Основной вид стимуляции, как вы поняли, это едва ощутимые. После этого вы переходите, да, можно еще скакать через один. После этого вы переходите к легким прикосновениям, потом к плотным и потом уже к жестким. Это нужно миксовать. И, разумеется, нужно прыгать от места к месту. Обычно это, ну, достаточно хорошо видно по вашей партнерше, насколько как, или партнеру. Девчонки, это тоже запоминайте, мы тоже чувствуем. Да, у женщин примерно в 5000 раз больше нервных окончаний, у мужчин их в 5000 раз меньше. Но это не значит, что мы не чувствительные. Нас сложнее заставить почувствовать, нам сложнее, ну, что это там какое-то прикосновение, или там что-то зачесалось, наверное. То есть, да, есть такой эффект. Но, тем не менее, нам требуется хоть и больше времени, чтобы все это прочувствовать, но мы тоже чувствуем нервные окончания. Они у нас точно есть. Они у нас точно такие же, как у вас, их просто меньше. Поэтому воздействие нам требуется либо жестче, либо дольше, чтобы они адаптировались. Но мужики, я уже где-то говорил, зато для нас это оптимальная ситуация, чтобы научиться трогать самих себя. Вот сами себя трогаем и прекрасно все виды прикосновений изучаем. Поверьте, девчонки будут в восторге, и поверьте, ни на ком, кроме как на себе, ну, возможно, еще на другом мужике, я надеюсь. Но я все-таки надеюсь, что меня большая часть смотрят нормальные гетеросексуальные люди. То есть мне просто нравятся девушки, и я неплохо, я никак не отношусь к меньшинствам, но тем не менее я к ним не отношусь.
На самом деле я сейчас еще выбивал стул из-под тех мужчин, которые думают, которые в башке засела: я мужик, я должен вот так вот трогать девчонку. И из-под тех девчонок, которые: ну я девочка, я нежная, я буду вот только так вот гладить мужчину, ему будет это приятно. Нет, спектр ощущений у всех у нас одинаков широк. А если уж говорить про болевые ощущения, то девчонки там гораздо больше кайфа получают, по крайней мере, судя от БДСМа. Так что про жесткие прикосновения мужчины помните точно. Многим девчонкам, я знаю, этого не хватает от своих мужчин. Только не надо там сразу. Вот, помните, что я имею в виду нормально, в меру. То есть можно там где-то сделать пожестче, но так, чтобы ей было приятно. Понимаю, что у кого-то сейчас крыша поедет, а как это пожестче и приятно. Но поверьте, это так. На себе попробуйте, в принципе, поймете. Как говорю, можно всегда экспериментировать с прикосновениями на самом себе. У нас есть одна рука, у нас есть вторая рука. Фотонегатив в сексе. Негатив не в плане отрицательное, а именно как фотонегатив. Очень есть такая тоже методика у сексопатологов. Те пары, которым сложно договориться, какие прикосновения должны быть, им объясняют следующее, что я сейчас объясню и вам. Очень часто сам человек трогает других людей так, как если бы и там, вот как если бы нравилось ему, и там, где нравится ему. Но он же знает, что вот здесь прикольно трогать. Вот, значит, и у другого человека все устроено так же. Нет, ну, во-первых, напомню, что эрогенные зоны — это хаотическая вещь. И даже те, которые вы читали в журналах, они не всегда являются эрогенными. То есть, например, 30% девушек не знают, что такое возбуждаться, когда им грудь трогают. А примерно 10% вообще говорят: иди отсюда, блин, свои руки убери, мне больно. Потому что у нее все время там какие-нибудь процессы происходят, и действительно она испытывает болезненные ощущения. Вот. Но тем не менее, всегда можно ориентироваться по тому, как вас трогает другой человек, и от этого понимать те связки, которые ему нравятся. Он вас погладил там вот так вот, потом пожестче сдавил. Ну вот и в ответ также его и гладьте. А на обратную сторону вы чувствуете, что там вас нежно, да, там трогают, еле ощутимо, что-то еще. Значит, девчонке нравится, ну я уже так, да, сексист немного. И, значит, другому партнеру нравятся именно такие прикосновения. Это всегда можно использовать. Тем более вы знаете про 4 их вида, вам будет легче их классифицировать в голове у себя. Какие соотношения прикосновений должны быть? Вот да, есть люди с высокой кинестезией, когда я про это отдельно расскажу. Там есть такие термины: приоцепция и кинестезия. Можете почитать, прогуглить пока что. Так вот, люди с низкой кинестезией не могут определять как бы реакцию партнера на свои прикосновения. Таким людям я проще сейчас выдам циферки, вот по ним и действуйте. Другие люди примерные цифры себе в голове держите и просто смотрите на реакцию вашей партнерши или партнера. Но помните, что где-то первые 5-10 минут любые ваши ласки на коже идет привыкание и активация нервных окончаний. Они еще не будут вначале испытывать те приятные ощущения, которые потом с нарастающим вот этим, когда все разогреется, они примут. Да, небольшой лайфхак для тех, кто не понимает, что такое жесткие прикосновения и когда их использовать можно. Их использовать можно тогда, если у вас низкая кинестезия, тогда, когда кожа приобретает характерный розовый оттенок. Это значит, что кровь к участку кожи прилила, нервные окончания, соответственно, полностью активизировались, и наша кожа и все остальное стало эластичным. Тогда все восприимчивы к жестким прикосновениям. Итак, еле ощутимые прикосновения — это примерно 30%. Легкие прикосновения тоже примерно 30%. Плотные прикосновения — это 20%. И жесткие прикосновения тоже 20%. Это не значит, что надо 30 там, секунд потрогать там вот так, потом 30 секунд вот так, потом 20 секунд плотным прикосновением, потом на 20 жестким, и все, и поехали дальше жесткое прикосновение делать. Нет. Это значит, что вы должны всегда варьировать. То есть сколько бы времени ни прошло, силу прикосновений надо будет менять. Потому что нервные окончания устроены, как я уже сказал, химическим процессом. От того, сколько вы их там нагладили, не зависит вот эта вот самая шкала, насколько быстро она там, всплеск происходит. Ну, кстати, 7 миллисекунд это конкретно насчет кожи. Есть, например, у нас сердце, там скорость передвижения, скорость новых импульсов, например, раз в полминуты происходит. То есть 30 секунд там полный цикл занимает. Но поэтому сердцем, в общем-то, ему и насрать, в общем-то, что с вами происходит. Оно примерно бьется там, вот как вы себя, что вы делаете, как вы себя чувствуете. И задержка будет тоже не сразу ваш. Вы побежали, и ваше сердце забилось сильнее. Нет, оно вначале такое: что произошло? О, у меня тут кровь начала приливать. Так, что-то надо забиться сильнее, сейчас я буду разгоняться. И примерно так же оно будет: так, надо замедляться. Сердечная мышца относится к
вегетативной нервной системе, и управлять ей мы никак не можем. Ну, может быть, какие-нибудь отдельные йоги, которые на это потратили 10 лет, и могут, но вот у нас есть часть неких мышечных тканей, которыми мы управлять не можем. Немаловажная вещь – это связки прикосновений. Старайтесь запоминать, какие связки использует ваш партнер. То есть, например, какое-то время он вас гладит легкими прикосновениями, какое-то время более плотными, потом переходит к едва ощутимым, потом к жестким и так далее. Это называется связки. Ну, есть еще понятно, как он гладит, там, какую область использует, какую часть руки и тому подобное, где он что сдавливает. Да, кстати, опять же, небольшие лайфхаки. Наши концы пальцев, и особенно у места вот здесь вот, тоже являются очень с высокой вероятностью частой истории для возникновения там эрогенных зон. Но, соответственно, вот так вот примерно там трогаете. То есть вот сейчас я пытаюсь посмотреть на себя, чтобы увидеть, как бы, да, как вам. То есть вот там примерно с небольшим легким нажимом, вот отсюда, от этой части вот сюда ведете, а нижним пальцем, соответственно, вот здесь вот. И получается, что вы такой замочек берете и немножечко вот так вот пощипываете. Вот, в связках также есть понятие скорости. С какой скоростью у вас там партнер гладит. То есть он может погладить вот так, там определенные легкие прикосновения, он гладит с определенной скоростью, более быстро использует другую скорость. Но помните вот про эту задержку, если вы быстро проведете рукой, вы ничего не почувствуете, потому что ваши нервные окончания, они там издадут по одному импульсу, и все, на этом закончится. Ну, собственно, это будет как такая ошибка воспринята организма. Ну, что-то там вроде потрогало, ну, как-то пролетело. То есть незаметно. Поэтому слишком высокую скорость не делайте. Вы просто не сможете ощутить эти прикосновения в полный рост. Теперь еще об одном лайфхаке, тоже длинная тема будет. Ну просто в принципе, как трогать другого человека, и сам принцип я уже описал. Так вот, еще один лайфхак является сравнение подобного действия с оркестром. Потому что когда у вас один палец на коже, это считайте один инструмент. Когда у вас целая ладонь, и она там где-то местами соприкасается, где-то нет, это считайте как целый оркестр играет. И здесь я еще подробно расскажу вам про музыку, потому что она нашим мозгом воспринимается примерно так же, как и нашими ощущениями. Ну и там еще будет лайфхак. Пример с оркестром. Итак, я объясню весь этот эффект на примере музыки. Когда мы слушаем оркестр, ну, на примере оркестра, когда мы слушаем оркестр, наш мозг не может выделить все 30 инструментов, которые играют в данный момент. Более того, да, 30, конечно, повторяется, но все равно там несколько, там штук 7-8 разных инструментов играют одновременно. И мозг немного подвисает в своих просчетах, но зато он может выделить общую мелодию. И в этот момент он сам такой: оба, я это сделал, круто, я понял, в чем суть, и сам выделяет себе дофамин в качестве поощрения. Ну, мозг любит сам себя поощрять за то, что он работает, когда он работает. И не поощряет, когда он тупо тупит и ничего не может сделать. При этом, получив дофамин, он начинает еще более усиленно работать. Опять же, его это стимулирует, он так устроен. Он у нас вообще наркоман такой, плавающий в своих гормонах. По той же причине, когда играет концерт, и все это смотрится вживую, мы видим, как реагируют другие люди, у нас точно такие же реакции, и мы еще раз получаем дофамин, на то, что, ой, я реагирую так же, как все, значит, опять же, все, я все правильно реагирую, классно, там еще, скорее всего, окситоцин вкалывается, или серотонин, я не помню, то, что как бы общность создает с другими, тоже гормон, который вот, раз такой же, как другие, то получай тебе еще один подарок. Кто не пробовал сходить парно на концерт, вдвоем на какой-нибудь, обязательно сходите. Более сильного единения вы не испытаете нигде. Только не делайте ошибку, не садитесь на трибуны. Идите в партер. Только там вы сможете испытать вот такую вот бурю эмоций, вот, и прекрасно пообжиматься, и тогда прям будет безумное единение, несмотря на то, что там происходит вокруг толкучка. Вы все испытываете одинаковые эмоции. Вы это видите, вы это радуетесь. Ваша девушка, ваш парень испытывает одинаковые эмоции. Но я показываю, что девушка обычно впереди, и парень ее сзади держит. Вот поэтому ваш парень, там ваша девушка. А те, кто вот сейчас будет такой вот лайфхак. Те, кто уже поняли, наверняка догадались, что гладить под музыку — это двойной впрыск дофамина. Если, конечно, человек будет гладить в ритм и воспринимать громкость музыки как усилия, которые требуется передавать. Тогда можно забить болт на виды прикосновений, не на виды прикосновений, а на их соотношение, и регулировать их за счет
как бы энергетики музыки, то есть силы, с которой играет музыка. Там же не только громкость играет, там иногда там вступают какие-нибудь трубы, и, ну, можно использовать лаунж, а не классику, там немножко по-другому, но все равно иногда будет играть с большей частотой, большей скоростью, вы будете усиливать скорость, вот, и как бы от самой мелодии будете варьировать силу нажатия. Это тоже будет прекрасно влиять и на вас, и на объект, который вы гладите, потому что, опять же, вы испытаете тот же самый прилив дофамина, когда поймете, что, о, да, вот я ловлю мелодию музыки, о, да, меня еще и гладят в такт мелодии этой музыки, я сделал двойную работу, я молодец, дам себе аж там 2 конфетки и буду кайфовать дальше. Тренировки в прикосновениях. Напомню, тренироваться вы всегда можете на своем теле. Взять за основу 4 этих вида прикосновения, варьировать разную скорость, пытаться под музыку, прочее, и трогать самого себя. У вас есть одна рука, у вас есть вторая рука, гладьте ее так же, как собираетесь потом гладить другого человека. Напомню, те, кто не может потрогать и погладить себя так, чтобы понравилось им самим, никогда не смогут погладить другого человека, чтобы ему понравилось. То есть с какого хрена? Если вы сами себя погладить не можете, это еще должно кому-то понравиться. Это нелогично, это не основывается, это утверждение не основывается ни на одном факте. Вы скорее, если вам не нравится, как вы себя гладите, значит вы себя неправильно гладите. И вы это не умеете. Просто тренируйтесь, пока не получите от этого удовольствия. И тут не нужно тренироваться месяцы, тут достаточно будет где-то 5 сеансов по 10 минут, и все у вас получится. Это не бог весть какой там серьезная процедура, которой требуется многолетнее обучение. Хотя, в общем-то, никто не мешает вам сегодня уже пойти и попробовать все это на вашей партнерше или партнере. Кстати, такие эксперименты привели меня к абсолютному пониманию, какие прикосновения нравятся мне, и какая реакция от моих прикосновений нравится, опять же, мне. То есть, что мне самому прикольно, как трогать другого человека, ну, девчонку. В моем случае это именно чередование всех этих 4 видов ласк, от простейших до самых жестких, и мне действительно нравятся все 4 вида. То есть я такой, как бы, разнополярный человек, моим нервным окончаниям требуются все 4 вида прикосновений. Вот, и мне, конечно, не очень прикольно, если девчонка попадается, которой требуются только еле ощутимые и там легкие прикосновения, она там любит только ласку, ничего больше она не воспринимает. С такими мне тяжело. И да, это вот один из моментов, который незримо может служить проблемой в вашей паре. Потому что вам нужно одно, мало того, что вы сами не можете так, как на себя воздействовать на другого человека, так еще и другой человек дарит вам не то, что вы хотите. То есть мне надо, чтобы меня и гладили и так, и жестко, и там вдавливали руки в кровать, и пытались немножечко придушить. Вот мои нервные окончания любят, и ласками мне нравятся, и когда по коже ногтями проходит. Только ногтями, напомню, проводится не вот так вот, как там в кино видим все вот эти вот страстные штуки, а вдоль, наоборот, чтобы не травмировать вашу кожу, потому что травму человек воспринимает все-таки плохо, ну если вы не заядлый БДСМщик. А те вещи, которые нас не травмируют, тем не менее являются сильной стимуляцией нашего нервного окончания, на нас воздействуют хорошо. Но теперь лично мне понятен весь спектр тех прикосновений, которые нравятся мне и которые мне нравится давать другим. Возможно, это результат всех моих игрищ, там, всех этих аэробных спортов. Возможно, это просто строение моей нервной системы изначально. Этого я не знаю, как работает этот принцип. Для этого требуется наблюдать там минимум человек 100, а не как у меня там я и плюс там сколько-то там девчонок, с которыми я подобные эксперименты проводил. Но могу сказать, что, увы, достаточно все-таки через раз примерно встречаются девчонки, у которых, ну хорошо, через 1/3 девчонок встречается тех, у кого есть вот только там пара видов прикосновений, которые им нравятся, другие они не воспринимают. Может быть, из-за каких-то там душевных травм, может быть, опять же, так устроена нервная система. Но, увы, вот с такими девчонками нам просто не по пути, потому что для нас слово ласка и прелюдия означают разные принципы. Не знаю, может быть, там позапаривайся я посильнее, может быть, все это исправляется. Я не запаривался, честно скажу. То есть на короткой дистанции я все это изучал, на длинной нет. Итак, финал. Сегодня я рассказал вам про прикосновения, как они устроены, как устроены наши нервные окончания, почему нам требуются разные прикосновения, почему там есть задержки, как влияет скорость прикосновений. Надеюсь, все это вам поможет в вашей замечательной личной жизни. А на сегодня я с вами всеми прощаюсь. С вами был Чалушев Сергей, магазин magic-vant.me. До следующего видео.